Добрый день всем! Думаю, что нет таких людей, которые не любили бы мед. Я мед очень люблю. Ну, я пасечник или пчеловод. И синяк – одно из самых моих любимых растений. Знаете почему? Потому что синяк – один из лучших медоносов. Я даже посадила целое поле возле своей пасеки. Это очень красиво. И там все время жужжат пчелы, и это очень меня радует. Я знаю много секретов синяка. Секрет первый – это то, что у него много и нектара, и пыльцы, и это замечательно. Секрет второй – это то, что у синяка почти целый день открыты цветки. Это значит, что пчелы могут прилетать и утром, и днем, и даже к вечеру, и собирать нектар и пыльцу. Это не все растения такие. Третий секрет – это то, что цветки синяка могут быть открытыми даже в ненастную погоду. И если, например, сильный ветер, пчелы все равно прилетают к этому растению. Посмотрите, какой у него такой крепкий, жесткий стебель. И даже когда сильный ветер, он, конечно, качается, но все равно пчела или шмель на нем могут усидеть. И это очень важно. Секрет четвертый. Почему пчелы и другие насекомые могут собирать нектар даже в ветреную погоду? Нектар и пыльца есть именно в розовых цветках. И пыльца и нектар, они хорошо защищены сверху лепестками. Так что и в дождливую погоду туда не попадает вода. Пятый секрет. Синяк цветет очень долго. Вот он зацветает в середине июня и цветет до конца лета. А что это значит? А это значит, что он может дать очень много нектара. И пчелы могут сюда прилетать долгое время. Следующий секрет. Если вы вдруг захотите понаблюдать за тем, как пчелы собирают нектар на синяке, приходите сюда в полдень. Потому что именно в полдень синяк выделяет больше всего нектара. Ну и последний секрет – это то, что пчелы приносят на пасеку фиолетовую пыльцу. Это очень красиво. Я всегда люблю за этим наблюдать. Видите, сколько секретов у этого растения? Ну и напоследок я открою мой главный секрет. Это очень вкусный, ароматный, светлый мед. Я его очень люблю. Это один из лучших сортов меда. Так что приходите ко мне на пасеку попить чайку. Ну и сажайте синяк, если хотите, чтобы у вас был такой вкусный, красивый, замечательный мед. Ну, я думаю, что вы уже поняли, что я врач. Ну, как врач, я вам использовать это растение не рекомендую. В официальной медицине его не использую. Так что я своим пациентам препараты из этого растения, лекарства, не назначаю. Но, правда, я знаю, что есть люди, которые считают его лекарственным. А я вам хочу напомнить еще раз, что это растение ядовито. Помните об этом, чтобы не попасть ко мне в больницу. Вот я даже шарфик надела, чтобы напомнить еще раз вам об опасности синяка. Ну, все-таки есть кое-что, что для меня полезно. Это мед. Если у вас вдруг будет температура, то я думаю, что мед из синяка вам точно поможет. А теперь я повар. И как повар я вам скажу, что я это растение не люблю. Ну, то есть я его не использую ни в каких блюдах. Говорят, что некоторые цветки кладут в салат, но я побаиваюсь. Знаете почему? Потому что это растение ядовито, а я такие растения не использую. Но вот мед, о котором говорил мой друг-пасечник, я очень люблю. Мед из него получается светлый, очень вкусный, один из лучших сортов меда. Так что пойду-ка я попью чаю с этим замечательным медом. Всем хорошего настроения! Я
садовод. И, конечно, в моем саду есть вот такое замечательное растение синяк. Он растет у меня и на газонах, и в вазонах. Вот посмотрите, как красиво изогнут стебель этого растения. Ну, чем-то похож на такую синюю змею. И вот как раз я такие изгибающиеся растения посадила в большом вазоне. Очень красиво. Почему я рекомендую высаживать это растение на клумбах и на газонах? Ну, оно ведь очень неприхотливое, и за ним легко ухаживать. Если вы наблюдали, где растет это растение в природе, то, наверное, заметили, что его можно найти и вдоль дорог, и даже на мусорных свалках, на разных полянах, на вырубках. И еще это растение растет даже на крутых склонах. Почему? Это как раз вот его секрет. Я как-то тут выкапывала синяк и посмотрела на его корень и придумала загадку об этом растении. Сверху высокий, снизу глубокий. Ну, почему такая загадка? Понятно, смотрите, какой он высокий. Он бывает высотой до 1 метра. Ну, немножечко пониже, чем я, конечно. А почему глубокий? Дело в том, что корень этого растения очень такой мощный. Ну, можно сказать, что он похож на такую палку, от которой отходят корешки. И он достает до воды, которая находится внизу. Поэтому синяк, например, может переносить засуху. Ему не обязательно нужна вода, так что я его поливаю как раз нечасто. Что еще можно сказать о синяке? Синяк растет на крутых склонах, потому что этот большой корень, длинный, мощный, он как бы держит его в земле, и поэтому синяк спокойно живет там, где многие растения жить не могут. Я тут слышала, что пчеловод советовал всем сажать синяк. Ну, хочу сказать как садовод, что с этим нужно быть осторожно. Поскольку синяк такое неприхотливое растение, может жить во многих местах, если за ним вы не будете следить в своем саду, то оно от вас убежит и будет селиться и на лугах, и на опушках, и вытеснять те растения, которые должны там расти. Я рассказала вам о секретах синяка с точки зрения людей разных профессий. А теперь хочу напомнить главный секрет. В природе нет вредных, полезных, хороших и плохих растений. Все они нужны, независимо от того, нравятся они нам или нет. Потому что любое растение связано с другими растениями, с животными, невидимыми ниточками природы.